Анна Колпакова представляет путешествие по ускользающей красоте. Всем привет и добро пожаловать в Венецию! Ах, Венеция! Когда речь заходит об этом городе, на ум сразу приходят образы романтичных гондол, узких каналов и грандиозных видов. Венеция – это символ романтики и искусства, запечатленный на миллионах фотографий и открыток. Но поверьте, она гораздо больше, чем просто красивая туристическая картинка. И этот город живет своей жизнью, полной сложностей и контрастов. Каждый год Венеция словно в замедленной съемке постепенно погружается в воду. Сложно найти другое место, которое так искусно балансирует на грани исчезновения, оставаясь при этом живым, настоящим и немного застывшим во времени. Здесь вы не услышите шума машин, но каждое движение будет сопровождаться тихим плеском воды и мягким скрипом гондол. Что значит ощущать, как город медленно уходит под воду? Как местные жители приспосабливаются к этой реальности? И сможет ли Венеция выжить в мире, который постоянно меняется? В этом видео мы постараемся ответить на эти вопросы и разобраться, как живет Венеция, разрываемая между романтикой открыток и суровой реальностью жизни на воде. Что из этого выйдет, сказать сложно, но одно могу обещать точно. Впереди нас ждет очень насыщенное и интересное путешествие. Когда ты впервые оказываешься в Венеции, которая окружена водой, в голове сразу возникает вопрос, как же этот город смог возникнуть посреди лагуны. Его история начинается еще в V веке, когда первые жители искали укрытие от нашествия варваров, грабивших Римскую империю. Они перебрались на мелкие острова в лагуне, спасаясь от опасности. Венецианцы быстро поняли, что их новое месторасположение в сердце Адриатического моря – это не просто защита, но и стратегическое преимущество. Лагуна защищала их от врагов, а морские пути открывали доступ к торговым маршрутам. Постепенно Венеция превратилась в важный торговый центр, связывающий Восток и Запад. Торговля специями, шелком и драгоценными металлами приносила богатство, и жить здесь стало престижно. Город процветал, превращаясь в могущественную республику с впечатляющим бюджетом, который позволял возводить архитектурные шедевры. Для строительства фундамента города использовались сваи из лиственницы – дерево, которое удивительно устойчиво к влаге. В соленой воде оно не просто не гниет, а наоборот становится еще прочнее, практически превращаясь в камень. Эта технология создала надежную основу для Венеции. И это действительно впечатляет. Весь этот величественный город, его дворцы, мосты и узкие улочки буквально стоят на миллионах деревянных свай. Звучит почти невероятно, не так ли? Каждый раз, прогуливаясь по ее лабиринтам, ты удивляешься, как эта древняя инженерная хитрость поддерживает всю красоту и роскошь города. То, что на первый взгляд кажется хрупким и эфемерным, оказалось достаточно прочным, позволяя Венеции, стоящей на воде, просуществовать веками. Ориентироваться в Венеции – это целое искусство. Кажется, что этот город специально создан для того, чтобы в нем теряться. Но не переживайте, друзья. Как бы вы ни блуждали по узким улочкам и переулкам, рано или поздно все дороги, или точнее все каналы, приведут вас к главной площади – Сан-Марко. Местные жители, кстати, с большим почтением называют ее просто Пьяцца, тогда как все остальные площади именуются куда более скромно – Кампо. Сан-Марко – это место, где красота сбивает с ног. Как только вы выйдете на площадь, окажетесь в легком ступоре, не зная, на что смотреть в первую очередь. На величественный собор Святого Марка, фасады, дворцы или колокольню. Одним словом, глаза разбегаются. А знаете, как лучше всего насладиться всем этим великолепием? Поднявшись на Кампанилу. Представьте себе, именно с этой высоты Галилео Галилей демонстрировал свой телескоп. Но что еще лучше, отсюда Венеция вдруг обретает структуру, становится более понятной. Удивительно, но сверху она выглядит почти как обычный сухопутный город. Все ее знаменитые каналы внезапно исчезают, и перед вами простирается великолепная архитектура. Безусловно, жемчужной площадью, конечно, является собор Святого Марка. В эпоху рассвета Венеции каждый уважающий себя город стремился иметь собственного покровителя. Для венецианцев таким покровителем стал Святой Марк. Они приняли дерзкое решение: если нет покровителя, надо его заполучить.
В результате венецианцы просто-напросто выкрали мощи святого Марка из мусульманского Египта. И этот шаг не только сплотил жителей города, но и сделал Венецию важным центром паломничества. Исследуя Венецию, вы постоянно будете встречать крылатых львов, символы святого Марка. Лев с книгой в лапах олицетворяет силу, мудрость и морское могущество города. Поэтому, гуляя по улицам, стоит помнить, что за каждой статуей, каждым символом скрывается богатая история о дерзких венецианцах, которые не только создали этот уникальный город на воде, но и сделали его великим. Вокруг площади Сан-Марко всегда кипит жизнь. Рестораны, магазины и кафе создают атмосферу вечного праздника. Среди этого разнообразия выделяется легендарное кафе «Флориан» – настоящее культурное сокровище Венеции. Говорят, пройти мимо него – это просто преступление. Может пройти мимо этого легендарного кафе и правда преступление, но цены здесь не что иное, как грабеж средь бела дня. Но кафе «Флориан» – это не просто заведение, а живое свидетельство истории Венеции. Оно помнит, как с 18 века здесь собирались величайшие умы. Интеллектуалы и даже ловеласы со всей Европы пили кофе и обсуждали важнейшие дела жизни задолго до того, как на повестке дня появился модный лавандовый раф. В этих стенах можно было встретить Казанову, задумчиво подтягивающего эспрессо, или Бродского, погруженного в размышления о вечности и одиночестве. Но вот вам совет. Прежде чем усесться за один из исторических столиков, приготовьтесь. Стоимость десертов здесь может поразить даже самых стойких любителей сладкого. Но если вам не жалко заплатить 12 евро за чашечку капучино, то обязательно приходите в это легендарное кафе. Если вы уже бывали в Венеции, возможно, заметили одно интересное отсутствие – голубей. Да-да, этих пернатых обитателей площади Сан-Марко теперь почти не встретишь. Власти города ввели строгие меры. Лицензии на продажу семян аннулированы, киоски закрыты, а штрафы за кормление голубей взлетели до небес. Все это ради сохранения памятников от этих маленьких разрушителей. Оказалось, их помет – это не просто мелкое неудобство, а настоящая угроза. Он осквернял фасады базилики, льва на колонне. И что уж там, время от времени падал на головы ничего не подозревающих туристов. Если с голубями вроде бы справились, то проблема с водой никуда не делась. Когда строили Венецию, уровень моря был на 1,5–2 метра ниже. И тогда вода не казалась такой серьезной угрозой. Но времена изменились. Теперь даже после легкого дождя последствия не заставляют себя ждать. В Венеции можно часто услышать фразу «Domani ci sarà acqua alta». Аква альта переводится как «высокая вода» и описывает явление, когда уровень воды временно поднимается, вызывая наводнение. Вчера вечером в Венеции прошел небольшой дождь, но его последствия видны на площади Сан-Марко. Вода не уходит, поэтому образовались большие лужи. Для того, чтобы по площади было комфортно ходить, установлены такие настилы. На площади Сан-Марко такие всплески воды – дело привычное. Туристы, конечно, обожают фотографироваться на затопленной площади. Кто откажется от такого эффектного кадра? Но для местных жителей высокая вода – это не радостное зрелище, а регулярная головная боль и финансовые потери. Жить в Венеции и так недешево, а поддерживать жилье и бороться с приливами – настоящее испытание. Но несмотря на все это, жизнь Венеции продолжается. Все кафе и ресторанчики вокруг площади открыты. Словно говоря, что бы ни случилось, Венеция всегда найдет способ держаться на плаву. И в буквальном, и в переносном смысле. В 2 шагах от площади Сан-Марко расположилась одна из неочевидных достопримечательностей Венеции. Мы сейчас находимся в очень интересном месте. По сути, это парковка для гондол. Здесь их оставляют на ночь, а утром не сами гондольеры, а их помощники подготавливают их для того, чтобы уже в ближайшие минуты гондольеры возили счастливых туристов. Гондольеры – это настоящий символ Венеции, воплощающий дух города не меньше, чем сами гондолы. Казалось бы, что может быть романтичнее, чем плыть по каналам под негромкое пение гондольера? Однако это далеко не только романтический образ открытки. Профессия гондольера не так проста, как может показаться на первый взгляд, и достается она не всем. Лицензию на управление гондолой получить сложно. В Венеции чуть больше 400 гондольеров, и путь к этой профессии требует много времени и усилий. Нужно пройти обучение, сдать экзамены. И даже среди местных многие считают эту работу закрытым клубом.
в который попасть непросто. Веками эта профессия передавалась из поколения в поколение, часто оставаясь в одной семье. Работа эта тяжелая, часами управлять длинной узкой лодкой по извилистым каналам, часто в разгар дня, под палящим солнцем или в промозглую погоду, когда туристы хотят видеть только счастливое выражение лица. Но и вознаграждение за этот труд внушительное. По слухам, гондольеры зарабатывают больше всех в Венеции – около 12 тысяч в месяц. При тарифе 90 евро за полчаса катания несложно представить, как быстро складываются эти цифры. Однако не следует забывать и о расходах. Чтобы стать гондольером, помимо крепких связей, нужно раскошелиться на обучение, которое может обойтись в 20 тысяч евро. Это включает занятия с опытными гондольерами, аренду лодки и прочие сопутствующие расходы. А когда обучение завершено, еще нужно сдать экзамен. Это дополнительные 1500 евро. Интересно, что некоторые гондольеры, проходя узкие каналы, отталкиваются ногой от стен. Это строго запрещено. Новички, допустившие такую ошибку, рискуют не сдать экзамен, ведь настоящий профессионал должен полагаться исключительно на весло. Что касается самих гондол, новая лодка стоит примерно 50 тысяч евро, но цена может варьироваться в зависимости от отделки. Также не забудьте про ежегодные расходы на техническое обслуживание. И, конечно, стоит учитывать парковку. В самых популярных местах она может достигать 15 евро в день. Требования к униформе строго регламентированы, но расходы на нее не столь значительны. Также есть риск заработать штраф. К примеру, если при темноте на корме не будет фонаря, придется раскошелиться на 150 евро. Однако, даже учитывая все эти затраты, доходы остаются довольно привлекательными. Наблюдать за гондольерами на площади – занятие захватывающее. Эта стоянка словно сцена, где разворачивается ежедневное представление. Подготовка лодки начинается с осмотра, проверяют корпус на повреждения, полируют и чистят, чтобы она выглядела привлекательно для туристов. Особое внимание уделяют обивке и подушкам. Любопытно, что все эти заботы выполняют не сами гондольеры, а их помощники. Когда все готово, гондольеры запрыгивают в свои лодки и отправляются на работу. Как ни крути, несмотря на их репутацию, кто-то считает их хладнокровными профессионалами, кто-то хитрыми дельцами, работа гондольеров остается символом Венеции. Если перспектива потратить целое состояние на романтическую поездку с гондольером по каналам вас не прельщает, то в Венеции есть более скромная альтернатива. Трагетто – это те же гондолы, только ты сидишь с незнакомыми тебе людьми, а гондольеры не напевают о соли мио. Они используются местными жителями для быстрого и недорогого пересечения Гранд-канала. 70 центов для местных, 2 евро для туристов. В отличие от гондолы, трагетто управляется двумя людьми. Ах да, полосатая майка и доброжелательная улыбка не обязательны, но они есть. Никаких туристических декораций, только Венеция во всей ее простоте и повседневности. На короткое время можно почувствовать себя настоящим венецианцем, который не обращает особого внимания на окружающие красоты. Для него это всего лишь ежедневный маршрут. Конечно, трагетто не подарит того самого ощущения роскоши, что дает традиционная гондола, но не сделает брешь в вашем бюджете. Это та самая Венеция для своих, которая открывается лишь тем, кто готов заглянуть за ширму туристических маршрутов и найти маленькие хитрости для уникального опыта. Так что, если вы не сильно расстроитесь отсутствием бархата и позолоты, то это очень даже отличный вариант. Наличие такого милого общественного транспорта, как трагетто, объясняется тем, что Гранд-канал Венеции пересекают всего 4 моста, в том числе и мост Риалто, самый древний и самый знаменитый мост Венеции. Он был построен в конце 16 века и с тех пор стал важной частью повседневной жизни Венеции, не только как инженерное сооружение, но и как центр торговли. Его конструкция была революционной для своего времени. Сплошной каменный мост, когда в Европе еще царили деревянные переправы. Мост задумывался как временное сооружение, но оказался настолько крепким и надежным, что пережил века. Сегодня Риалто – это настоящая магнитная точка для туристов. Кто-то мчит по нему на другую сторону канала, а кто-то останавливается, чтобы сделать пару фото с видом на Гранд-канал. Торговля здесь жива до сих пор. Когда-то на мосту продавали специи, ткани и драгоценности. А сейчас сувениры и всякие мелочи, которые с удовольствием разбирают туристы. Другой мост, который я просто не могу не упомянуть, это Академия.
С него открывается один из моих самых любимых видов на Венецию, а точнее на великолепную базилику Санта-Мария-дель-Салюте. И тут я бы хотела сказать, что здесь можно спокойно насладиться видами Гранд-Канала в тишине и покое. Но, увы, именно здесь мы стали свидетелями старого как мир мошеннического трюка – игры в наперстки. В местах, популярных у туристов, такие схемы процветают как грибы после дождя, так что будьте осторожны. Если видите, что кто-то на улице предлагает сыграть в такую игру, проходите мимо. Это может показаться безобидным развлечением, но на практике вы рискуете потерять свои деньги. Мошенники здесь работают в команде, и опыта у них хоть отбавляй. Поэтому лучше сохраняйте бдительность и не ведитесь на подобные уловки. К сожалению, такие схемы – это уже неотъемлемая часть реальности в городах, где туристов слишком много. В историческом центре Венеции проживают около 50 тысяч человек. Ежедневно сюда прибывает примерно столько же туристов, а в пиковый сезон их количество может превышать 100 тысяч. Каждое утро население Венеции удваивается, но к вечеру снова уменьшается. Большинство туристов не остаются в городе дольше, чем на день. Для туристов это кажется хорошей новостью. В исторической части города все больше вариантов краткосрочной аренды. Инвесторы скупают целые дома, превращая их в жилье для туристов. Но для местных жителей такие перемены оборачиваются проблемами. Арендная плата растет, и многие просто не могут себе ее позволить. Жизнь в городе меняется на глазах. Продуктовые магазины исчезают, уступая место сувенирным лавкам. А уютные бары, где жители Венеции выпивали бокал вина, превращаются в туристические рестораны с зазывалами на входе. Такие места уже не заботятся о качестве сервиса или атмосфере. Туристы придут в любом случае. Существует даже мрачный прогноз. Если так пойдет дальше, то к 2030 году в Венеции может остаться всего один местный житель. Например, книжный магазин Акваальта когда-то был тихим местом для любителей книг. Теперь это скорее туристическая достопримечательность, куда заходят ради пары фотографий, а не для того, чтобы купить книгу. И подобное происходит по всему городу. Венеция начинает напоминать парк развлечений. Днем здесь толпы туристов, а к вечеру улицы пустеют. И, возможно, Венецию стоит посетить не только потому, что она уходит под воду, но и потому, что она теряет свою душу, свою аутентичность. Везде еще можно найти магазины с венецианскими масками и муранским стеклом, но отличить подлинные изделия от подделок становится все труднее. Туризм, который питает Венецию, одновременно ее и разрушает. Но не все так плохо. В городе по-прежнему остаются тихие уголки, которые пока не сдались под напором толп туристов. Когда все главные достопримечательности Венеции просто ломятся от туристов, самое время взглянуть на город с другой стороны. Чтобы почувствовать себя настоящим венецианцем, отправляйтесь ранним утром на рыбный рынок. Этот рынок находится рядом с мостом Риалто и работает уже более 6 столетий. Но это не просто торговая точка. Здесь по-прежнему можно встретить местных жителей, которые болтают с продавцами, обсуждают улов и делятся кулинарными секретами. В воздухе витает запах свежей рыбы, а вокруг шныряют наглые чайки в надежде урвать что-то вкусненькое. Те, кто еще живет в Венеции, изо всех сил стараются сохранить нормальный ритм жизни в городе, который балансирует на грани реальности и фантазии. Респектабельные сеньоры и сеньорины придирчиво рассматривают улов, планируя, что приготовить на ужин. А пока рыбак чистит и готовит их покупку, они отправляются за овощами. Ассортимент на рынке впечатляющий. Креветки, мидии и даже рыба-меч. Глаза разбегаются. Особенно забавной была сцена, когда один сеньор очищал артишоки прямо на рынке. Все прохожие останавливались, чтобы спросить, зачем он это делает. И что самое трогательное, он терпеливо объяснял каждому. Теперь пару слов о том, как живется в Венеции. Конечно, я не эксперт, но за время пребывания здесь замечаешь определенные нюансы. Мы уже говорили о таких проблемах, как наводнение и нашествие туристов. Но есть и другие сложности. В Венеции остро стоит проблема утилизации мусора. У нас был опыт проживания в Венеции в квартире, и нам хозяйка данной квартиры где-то минут 10 рассказывала о том, как правильно нужно сортировать мусор. Была целая книга с подробными правилами. Помимо того, что вы сортируете на определенные категории, нужно эти категории еще выбрасывать в определенный день недели. Стекло, например, вывозят раз в 2 недели. Пищевые отходы можно выносить каждый день, кроме воскресенья. Но мешки нужно выставлять до 8 утра, иначе вас оштрафуют.
Бумагу забирают раз в неделю, обычно в среду или четверг, в зависимости от района. Простые бытовые вещи, такие как вынос мусора, превращаются здесь в настоящий квест. И это создает ощущение, что жить в Венеции это непросто. Но те, кто остался, делают это не ради удобства, а ради того, чтобы быть частью уникального города. Порой мне кажется, что Венеция – это город-сюрприз. Здесь никогда не знаешь, что ждет тебя за поворотом. Упрешься в глухую стену, выйдешь на уютную площадь или прямо к каналу. Иногда, гуляя по узким улочкам с навигатором, ощущаешь себя героем компьютерной игры. Вроде бы почти дошел, и тут бац, тупик. Разворачивайся и ищи другой путь. А потом вдруг оказываешься в каком-то нереально красивом месте и думаешь: ого, а что это за дворец? И тут выясняется, что это обычная муниципальная поликлиника. Каналы здесь это не просто декорации для фото. Это настоящие транспортные артерии города. На лодках доставляют продукты, возят белье в прачечную, а еще по каналам передвигаются пожарные, полиция и скорая помощь. В какой-то момент тебе даже кажется, что ходить пешком по Венеции – это против правил. Лодка – вот нормальный транспорт для этих мест. В Венеции помимо знаменитых гондол есть еще один стильный способ перемещения по каналам – водные такси. Они выглядят эффектно. Их блестящий деревянный корпус сияет на солнце, а уютный салон внутри позволяет расслабиться и насладиться плавной прогулкой по каналам. Но венецианцы предпочитают куда более скромный и практичный транспорт – ваперетта. Эти водные автобусы, словно городские маршрутки, неторопливо бороздят Гранд-канал, соединяя острова Венеции с материком. Для местных это просто привычный способ передвижения. А для нас, путешественников, это уникальная возможность заодно насладиться шикарными видами. Как это часто бывает в Венеции, самый обычный день может обернуться чем-то удивительным. Вместо привычного, спокойного движения по каналам мы оказались в центре масштабной забастовки, охватившей не только улицы, но и сами каналы города. Работники из разных сфер, включая транспорт и туризм, объединились, чтобы выразить недовольство низкими зарплатами и ухудшением условий труда. С ростом инфляции требования пересмотра зарплат звучали все громче и отчетливее. Протестующие шли по городу с плакатами и лозунгами, следуя по четко намеченному плану. Единственное, что выбивалось из общей картины забастовки, это то, как протестующие с легкостью делали перерывы на аперитив. Стоишь такой в толпе с лозунгами, и вдруг все дружно рассаживаются в кафе, бокал в руке. Ну что сказать, это Венеция. Даже забастовки здесь проходят со вкусом. В Венеции культура аперитивов очень популярна. Возможно, потому что именно здесь придумали некоторые из самых известных коктейлей. Все началось с легендарного бара в 5 минутах от площади Сан-Марко. Первый владелец этого заведения придумал коктейль Беллини и всем известное блюдо карпаччо, назвав их в честь венецианских художников. Кстати, самый оригинальный Беллини в мире обойдется вам примерно в 20 евро. Как вам такая история в бокале? Но чтобы попробовать любимый аперитив венецианцев, стоит отправиться в более уютное место. Это одна из тех находок Венеции, которые не так просто разглядеть. Этот маленький, почти незаметный бар уютно расположился рядом с рынком Риальто. Основанный в 1918 году, он быстро завоевал популярность благодаря своим традиционным венецианским закускам, чикетте и демократичным ценам. Здесь обязательно стоит попробовать селект. Этот напиток чем-то похож на знаменитый апероль, но с местной изюминкой. Селект, в отличие от апероля, был создан именно в Венеции и обладает более сложным и горьковатым вкусом, с нотами трав и специй. Такой аутентичный и изысканный профиль делает его любимым напитком венецианцев. Главная фишка этого бара – еду и напитки подают практически через окно. Он сохранил свою уникальность и остался тем, чем всегда был – маленьким баккаро, куда можно зайти на бокал вина и кусочек настоящей венецианской жизни. Вообще обычай есть и пить стоя у итальянцев в целом и у венецианцев в частности, мне кажется, в крови. Здесь это не просто привычка, а целая культура. Например, кофе в Италии пьют так, как будто это часть их образа жизни.
В отличие от многих других стран, где чашечка кофе – это повод остановиться и расслабиться, в Италии все иначе. Здесь кофе – это не просто напиток, а часть быстрого и насыщенного ритма жизни. Об этом и многом другом я расскажу подробнее в следующем видео о невероятном Риме. Так что обязательно включите уведомления, чтобы ничего не пропустить. Венеция – это не просто город, где можно провести день, осматривая достопримечательности. На протяжении многих лет здесь развивается направление отдыха для интеллектуалов. Яркий пример – Венецианский кинофестиваль, который считается одним из самых престижных мероприятий в мире кино. С 1932 года он собирает лучшие фильмы и звездную элиту. Участие в фестивале – это не только возможность увидеть свежие ленты, но и шанс стать частью насыщенной культурной жизни, где обсуждают актуальные темы и открывают новые таланты. Помимо Венецианского кинофестиваля, здесь также проходит Венецианская биеннале, одно из самых старейших и важнейших событий в области современного искусства. Этот выставочный форум проходит раз в 2 года и собирает художников, кураторов и искусствоведов со всего мира, превращая город в настоящую арт-столицу. Здесь можно увидеть все – от живописи и скульптуры до инсталляций и мультимедийных проектов. Биеннале ставит перед нами важные вопросы о том, что такое искусство, какие идеи его вдохновляют и как оно влияет на наше восприятие мира. Это замечательная возможность задуматься о роли искусства в современном обществе и о том, как оно отражает, комментирует и даже меняет нашу реальность. Но помимо этого престижного события, в городе множество арт-галерей, которые активно поддерживают культурную жизнь. Здесь выставлены работы как известных мастеров, так и начинающих художников. Эти галереи становятся настоящими центрами для выставок и обсуждений, привлекая внимание всех, кто стремится узнать больше о современном искусстве. Так что если вы ищете не только зрелища, но и глубокие размышления о жизни, искусстве и обществе, Венеция – это именно то место, где можно найти вдохновение и новые идеи. Вот и подошла к концу наша венецианская сказка. Этот город оставил меня в полном восторге. Его красота неописуема. Каждая улочка, каждый канал буквально дышит историей и тайной. Надеюсь, у каждого из вас будет шанс увидеть эту красоту своими глазами. Венеция – это не просто точка на карте, это ощущение, которое нужно пережить. Так что мечтайте, планируйте и вперед к новой жизни, полной удивительных открытий.